So, we were talking about God as creator last hour. We Итак, started, на прошлом часу мы говорили с вами о Боге как о Творце. and we got to verse 3, and from the very start of verse 3, we have God speaking. И мы перешли к 3 стиху, и с самого начала 3 стиха мы увидели, как Бог говорит. So what that tells us, or at least implies, that God communicates, God reveals. И что это нам говорит? Как минимум подразумевает, что Бог выражает как-то, доносит информацию, Бог являет нечто. And the major implication is we have the beginning or the origin of language is found in God. И главный вывод из этого это то, что мы видим в Боге происхождение языка. Мы видим, что Бог это источник языка. Language is not as a result of primitive man grunting and then identifying objects with certain grunts. Язык произошел не из-за того, что первобытные люди что-то там мычали, и потом они какие-то объекты начали идентифицировать с разного рода мычания. That's the secular viewpoint of the original language. Именно так светская наука смотрит на происхождение языков. The biblical idea is that language, in fact, everything begins in God. А библейское представление в том, что язык, как и все остальное, имеет Бога в своем начале, своим So God источником. communicates, Итак, Бог говорит, Бог доносит информацию словами. which implies that we have the original language in God Himself. И это подразумевает, что происхождение языков мы видим в самом Боге. And there seems to be a communication within the Trinity itself. И кажется, что есть общение, взаимодействие внутри самой Троицы. It also tells us that the Word of God, not only the written Word, but the spoken Word of God is powerful. И также говорится о том, что Слово Божие, не только написанное Слово, но и произнесенное Слово Бога обладает колоссальным могуществом. And we'll come back to this idea in a moment. И мы вернемся к этой идее через минуту. So, language, we have its origin in God. Итак, мы видим происхождение языка в Боге. Language that we acquire must obviously be learned from God. И язык, которым мы обладаем, на котором мы разговариваем, очевидно, должен быть изучен, взят от Бога. Now later on, we're going to see the perversion of language comes as a result of sin. И чуть позже мы увидим, что искажение в языках произойдет как результат греха. But I'm looking ahead here as to what we will have in the next major event. Да, то есть вот это извращение, да, языков, это уже результат греха, но я уже немножко забегаю здесь вперед, то, что мы видим в следующем событии. We're also later on, in a few days probably, we're going to see that language is judged at Babel. Чуть позже, уже может, через несколько дней, мы увидим, как язык был осужден при Вавилоне. Putting more detail to these ideas, we can come up with a biblical foundation for language. И еще немножко добавив деталей к этой идее, мы уже таким образом приходим к библейскому основанию для языка, для языков. So, let me give you, this is actually the second example. I already gave you one example of a biblical foundation. И это уже, кстати, второй пример библейской сферы, где есть библейское основание. Я вам привел уже первый. I didn't call attention to it, but I kind of laid out a little bit of a biblical foundation for theology. То есть я уже вам до этого изложил библейское основание богословия. Theology, in its broader sense, is the study of God. Богословие в таком общем смысле слова это исследование Бога. So verse 1 begins a biblical theology of God, and in that we have some of the nature of God. И стих 1 уже дает нам какое-то первичное богословие, первичное представление о Боге, и из этого мы можем разрабатывать уже. So the first biblical foundation is a biblical foundation for theology itself. Итак, первое библейское основание – это библейское основание для, собственно, богословия. Now I'm going to use this slide, and we'll use this one consistently also as we develop biblical foundations. И вот этот следующий слайд с кирпичиками я буду использовать, когда мы будем обсуждать библейские основания для разных сфер
жизни. In this case, I'm going to give you a biblical foundation for science. И в данном, Language, right? в данном случае я изложу вам библейские основы или основания для языка. In other words, these are some of the main elements that the Bible lays as a foundation for our understanding of language. То есть вот это вот некоторые базовые вещи, которые Библия излагает как основания для нашего понимания языков. So I'll give you several others as well. И я изложу вам некоторые другие основания. And after that pattern, now you can come up with a biblical foundation for any area of thinking. И поэтому, уже увидев, как я мыслю в этом, вы сможете в своих собственных исследованиях увидеть библейское основание для любого вопроса, которого вы коснетесь. That's why I give the title of this course, Biblical Foundations for All Things. Вот почему я назвал этот курс «Библейские основания для всего». And then of course, all we have time to do is just give you some examples and then let you develop your own biblical foundation for different areas. И, конечно же, все, на что у нас есть время, это просто показать несколько примеров, и вы уже дальше сами сможете вырабатывать библейские основания для вопросов, которые вас интересуют. When I teach this course in the United States, in the seminary that I teach, Когда я преподаю этот курс в Соединенных Штатах, в семинаре, где я учу, we spend obviously more time than we can do here in Kiev. то, очевидно, мы там, у нас есть немножко больше времени, чем у меня есть здесь, в In fact, I Киеве. spend at least 45 hours in the course there. На курс там я трачу порядка 45 часов. So I've got to abbreviate because we only have 32 hours here. Но поскольку у нас здесь только 32 часа, то мне много придется ужимать. And by the way, if you want all that detail, it's on my website. И, кстати, если вы хотите более детальное изложение, то это все есть на моем сайте. All the lectures and all the PowerPoint slides, some of them the same as the ones I'm giving you, except it's all in English. Все лекции, все слайды PowerPoint практически такие же, как у вас, здесь только на английском. And one of the assignments, what I started to say, is one of the assignments I give to the students in the course that I teach over there И одно из заданий, которое я даю студентам там на курсе, is to pick an area that they're interested in and come up with a biblical foundation for that particular area. That's their assignment, different from the ones that I give them. это выбрать задание, то есть, простите, выбрать сферу, которая их особо интересует, и изложить библейские основания для этой сферы жизни. So И I've оно had, отличается от вашего задания. I've had students that have written and done a biblical foundation for music. У меня были студенты, которые написали библейское основание для музыки, Another student, biblical foundation for literature. другой студент написал библейское основание для литературы, Another one, a biblical foundation for geology. для геологии даже кто-то из студентов написал библейское So основание. whatever area that you can think of, you can come up with a biblical foundation after the pattern that I'm going to set for you. Поэтому какую бы сферу вы ни выбрали, после того, как вы увидите, вот, как мы здесь с вами вырабатываем библейские основания, вы сможете сделать это сами для вашей So какой-то let's сферы. develop a biblical foundation for language. Поэтому давайте выработаем библейское основание для языка. What does it start with? Obviously, С чего начинается язык? Очевидно. From God. God. Да, с Богом. God communicates. Бог говорит. Everything begins with God. Все начинается с Бога. So God is not silent as the world thinks. In other words, God speaks, God communicates. Итак, God Бог reveals. не молчит. Бог не молчун, как некоторые люди в мире думают. Бог говорит, Бог являет, Бог доносит информацию. The secular world, or the gods of all cultures, he's a silent God. He doesn't speak. Светский, то есть мир, греховный или боги других религий, они тихие боги, они ничего не говорят. The God of our culture doesn't speak, doesn't communicate. Бог в нашей культуре тоже, Бог молчун, ничего не говорит. God of the Egyptians didn't communicate, Боги в Египте тоже ничего не говорили людям. nor do the gods of any of the other cultures. Ну и точно так же, как боги всех других культур. The secular world has the unbelieving world has a silent God. Поэтому у неверующих в их мире, в их культуре боги молчаливы. So what I'm going to give you is a biblical foundation for, in this case, language.
И то, что я вам сейчас изложу, это библейское основание, ну, в данном случае это для языка. And we'll contrast that with the unbelieving worldview. И библейскую точку зрения, библейское основание мы противопоставим взгляду неверующих людей. Now I'm going to talk some more about the second point, but the next thing we can talk about is that language is the means of creation. И я поговорю об этом еще больше, но вот то, что мы видим во втором пункте, что язык является средством сотворения. God speaks everything into existence. Бог говорит, и все сотворяется. So language is not trivial, as you see the abuse of language and language trivialized in the secular realm. Язык это не что-то тривиальное, не что-то малозначащее, как, например, в мире мы видим часто злоупотребление языком, но язык это мощная штука. So not only does God communicate, but the origin of speaking and language is God Himself. И Бог, мы видим, не только сам говорит, но и вообще сама идея говорения чего-либо, она имеет начало в Боге. The unbelieving world thinks that man is the origin, but that's not the case. Неверующий мир считает, что именно в человеке, от человека произошел язык, но это не имеет на самом деле основания. Now, what we also saw in Genesis chapter 1 is that God gives names. Что мы также видели в Бытии 1 главе, это то, что Бог называет вещи, Бог дает имена. That's not trivial, that's not insignificant. In fact, it's very, very important to make that observation. Это не то, чтобы какое-то малозначащее явление. Очень важно для нас увидеть это, сделать такое наблюдение. If you think linguistically or think in terms of the nature of language, Если вы мыслите лингвистически, если вы мыслите вот языковыми такими терминами, when you reduce language down to the very basic elements of language, то если вы язык вот сведете к самым базовым его элементам, we use combinations of letters and sounds, то по сути мы с вами в качестве языка используем разные комбинации букв и звуков. and we associate those sounds with certain objects or certain things. Да, и мы ассоциируем вот эти сочетания букв и звуков с разными объектами или разными вещами. So this idea of giving names or associating names or words or sounds with different objects И вот эта идея ассоциирования различных имен с разными объектами, это идея того, чтобы давать имя чему-то. is one of the fundamental aspects of all language. Это один из фундаментальных аспектов A major любого языка. category of language, we call them nouns. И основная категория в любом языке, мы называем это существительные. In English, when we use the word book, we are describing something that looks like this, has pages. В английском, когда мы используем слово «книга», то мы обычно имеем в виду нечто вот подобное этому. У этого есть Has страницы, text in it, has language. на страницах текст какой-то, на каком-то языке написанный. In Russian, you have a different sound, but when you hear that sound, it refers to the same thing. В русском звуки другие, книга, да, не бук, но тем не менее, когда вы слышите это сочетание звуков, вы понимаете, что мы говорим об одном и том же. Or we use a different set of sounds to describe a different object. This is pen in English. То есть мы разные наборы звуков используем, чтобы описать разные объекты. Например, на английском это pen, а на русском ручка. So God begins to name things. He gives categories to different parts of the creation. То есть Бог начинает именовать вещи, называть их. Он дает разные имена разным частям сотворенного мира. So in verse 5, after He creates light, В стихе 5, после того, как Бог сотворил свет, God called the light day, and He called the darkness, He called night. He gives names to the categories. назвал свет днем, а тьму ночью. Он дает имена этим категориям. And we see that naming idea worked out in other parts of the creation week. И мы видим, что вот это процесс называния, процесс давания имен, он происходил и в других моментах вот, в течение недели сотворения. Now later on, what is the first
task that God gives to mankind after man is created. И чуть позже, какую первую задачу Бог поставил перед человеком, когда он был сотворен? To give names to animals. Yes, he names the animals. He's the first biologist. Адам, назови животных. Адам стал таким образом первым биологом. In fact, you can come up with a biblical foundation for biology from Genesis chapter 1. И, кстати, из Бытия 1 главы можно вывести даже библейское основание для биологии. Here you have the first giving of categories to different animals. То есть мы видим уже, что Бог дает разные названия разным категориям, видам животных. God is the one that first names things or gives categories or identifies objects or nouns. И именно Бог первым дает имена, именно Он разделяет первые вот такие большие группы, роды животных, именно Он придумывает первые Now существительные. in Scripture and particularly in the book of Genesis, Но в Писании, особенно в книге Бытие, the concept of naming is very significant. концепция именования, называния чего-либо или кого-либо весьма важна. In the Bible, the giving of a name or the naming indicates at least two things. В Библии отдавание имени чему-либо, либо называние чего-либо по имени, оно указывает как минимум на две вещи. It indicates that the one that gives the name has intelligence to be able to identify characteristics. Во-первых, это указывает на то, что дающий имя обладает неким разумом, и благодаря этому он способен дать характеристику называемому объекту или личности. So when God gave Adam the responsibility of naming the animals, И когда Бог поручил Адаму вот эту ответственность называть животных, what is implied that God had already built into Adam all of the intelligence to be able to sort and to be able to identify characteristics. что подразумевается, что Бог уже встроил в Адама какой-то ум, способность отличать, способность выделять характеристики и воплощать эти различия в именах. He could categorize and put all of these different animals in different categories. Таким образом, Адам уже в этот момент способен разделять вот эти множество объектов на категории и сортировать по категориям и давать имена согласно. Now, some animals have similarities. You know, in biology, they classify animals in different categories based on characteristics. И из биологии вы знаете, что у многих животных есть общие черты, и поэтому вы их уже классифицируете, исходя из этих общих характеристик. Actually, Парнокопытные и так more далее. specifically, when we deal with zoology and animals themselves, rather than the broader category of biology. Да, ну и даже более уже так, это мы уже даже переходим уже к более узким сферам биологии, да, к зоологии, вот уже когда говорится о конкретных каких-то. So when Adam is giving names to the animals, he recognizes that a cat has characteristics that are different from a dog. И когда Адам дает имена животным, он уже понимает, а у кота какие-то другие характеристики, чем у собаки. A turtle has characteristics that are different from a bird. А у черепахи какие-то другие характеристики, не такие, как у птицы. And when he gives the name, he's giving a name that will forever identify that creature. И когда Адам дает имена, то он уже дает имя, которое уже навечно будет идентифицировать вот это творение Божье. So he has the intelligence to distinguish between the different categories. Поэтому у Адама, мы уже видим, есть ум, такая соображалка, которая в состоянии проводить различия между разными категориями и видами And if you животных. notice in particularly the book of Genesis, the giving of a name to a child, И если вы обратили внимание, особенно в книге Бытие, когда давалось имя ребенку, names are not just labels in the book of Genesis. имена в книге Бытие это не просто какие-то штампы, да, или не просто какие-то, ну как, лейбы, But in the book of Genesis, the giving of a name ярлыки. has the idea of recognizing certain characteristics of that child. В книге Бытие уже сам процесс давания имени подразумевает определение каких-то характерных черт этого ребенка. Or at least the hopes of the parent in terms of the outcome of the child. Ну, либо, по крайней мере, какие-то надежды родителей касательно будущей судьбы этого ребенка. Okay. In language, when you hear certain sounds,
it will create an image in your mind of that animal that has all of those different characteristics. Но даже до сих пор, да, в языке, когда вы слышите какую-то последовательность звуков, у вас уже создается в голове какой-то образ животного, обладающего этими характеристиками. In Russian, if somebody points to an elephant and says whatever the word for dog is, you say, no, different category. Если кто-то скажет на русском слон и покажет на собаку, то все остальные закрутят головой и скажут, не-не-не, там что-то другое. In your mind, you have an image and an idea concerning what the word dog in whatever language. В вашем сознании уже есть какое-то общее представление о собаке, например. Да? Вы же знаете, какова собака. That's true of all nouns. We associate sounds and word or letters with certain objects. И это, в общем-то, касается всех существительных. Мы ассоциируем определенные буквы и звуки с определенными объектами. So the main thing that we're talking about here is that God is the one that names. It's not the process of linguistics that we come up with names. И самое главное, о чем мы здесь говорим, это то, что именно Бог дает имена. Это не какой-то лингвистический процесс дал нам имена и названия всего. Number 5 on this biblical foundation of language. These are the main elements concerning language as we have given to us in Scripture. И пятое, что касается библейских оснований для языка, это вот вообще самое главное, что мы видим о языке в Писании. Language obviously does not come from man. Язык однозначно происходит не от человека. Comes from God. Язык исходит нам от Бога. And language is built into man. И язык встроен в человека. Adam doesn't develop language. He doesn't develop grunts that evolve into more sophisticated grunts. Адам не развивал свои языковые способности, он не вырабатывал язык, он не издавал какие-то нечленораздельные мурчания, бурчания, которые потом стали словами. And he doesn't evolve further into actual words and then sentences. Это не было такое, что потом превратилось в какие-то слова и предложения. God builds language from the very beginning into man. Бог встроил язык в человека с самого начала. After creation, man had all of the intellect built into his brain. После сотворения у человека уже в мозги встроена такая хорошая операционка, уже интеллект. To observe different characteristics of different animals and give appropriate names. И этот интеллект позволяет наблюдать определенные общие характеристики животных и неживых объектов и давать им имена, называть их. So God builds in the mind all the ability to begin to communicate those ideas to others. И Бог также встраивает в сознание человека способность вот не только находить эти различия, общие черты, но и произносить, доносить их до других. And when He created man, He created him with the ability to be able to utter sounds with the mouth and with the throat and the voice box. И когда Бог творил человека, Он его уже сотворил со способностью издавать членораздельные звуки, с голосовыми связками, с определенной конструкцией языка, рта и так далее. And even to communicate in a very sophisticated way using motion with hands and emotions in the face. И также человек вообще может доносить информацию очень таким сложным способом. Он же не только слова и звуки использует, он же еще и может и мимику использовать, и жесты, и лицом, и глазами, и руками, и всем, чем хочешь. That's part of the creation. Это часть дизайна, который Бог дал нам при сотворении. And language distinguishes man from the other created animals, creatures. И именно язык отличает человека от всех остальных сотворенных существ. So language didn't come as a result of evolution, it comes as a result of God building language into man. Поэтому язык произошел не как результат эволюции, он произошел как результат того, что Бог встроил в человека. And man beginning to communicate from the very beginning. И человек начал говорить с самого начала. So that's your biblical foundation for language. И вот это библейское основание для языка таким образом. Now we'll add to that when we get further in, because this is just the beginning of language, a biblical foundation for language. И мы добавим это по мере нашего продвижения вперед, потому что это лишь начало библейского основания для языка.
when we look at the next major event, we're going to see that language is affected, so we need to take that into account as well. И когда мы видим следующее библейское событие, то мы увидим, что язык будет искажен, подвергнется определенному извращению, и нам нужно это принять во внимание также. So we'll come back to that and we'll add to it when we get further into the other events. Поэтому мы к этому вернемся, и мы еще добавим к этому основанию, когда будем проходить другие события. I should have forgot to mention the second aspect of the giving of a name. И я вам, да, кстати, забыл сказать второй аспект называния, давания имени. Particularly in the book of Genesis. Особенно в книге Бытие. The giving of a name not only recognizes characteristics and has the intellect to be able to give distinguished characteristics. Давание имени, называние не только указывает на то, что дающий обладает интеллектуальной способностью отличать характеристики ключевые. But the giving of the name also indicates sovereignty over that is being named. Но давание имени указывает на суверенную власть, на полноту власти над тем, чему или кому дается имя. So Adam is sovereign over the creation. Поэтому Адам является суверенным владыкой творения. It's a limited sovereignty, but it's also a delegated sovereignty. Конечно же, это владычество и власть, она ограничена, и она также делегирована Адаму Богом. And it's given by God. In other words, God grants limited sovereignty to man. Она дана человеку, Адаму, Богом. То есть Бог... We'll talk some more about that as well. Это от Бога пришло к Адаму. Но мы об этом тоже поговорим. One of the responsibilities in verse 28 is that man is to rule the earth. That's sovereignty. Одной из ответственностей человека было владычествовать над землей. Это вот как раз-таки аспект вот этого владычества, правления. So when man names the woman, that indicates leadership. И когда мужчина дает имя женщине, называют ее, это тем самым указывает на его руководство, на его первенство. We'll come back to that as well. И мы к этому вернемся также. Okay. So, when we talk about language and the ability to make distinctions between animals or distinctions of any kind. Хорошо, когда мы поговорили вот об языке и о способности находить отличия между животными, от любого рода отличия. God is the one that makes distinctions between night and day. То мы заметим, что именно Бог проводит различия между днем и ночью. God makes a distinction in verse 8 between the expanse of the heavens. В стихе 8 мы видим, что Бог проводит различия между твердью и небесами. From the earth. So he's separating, making distinctions. То есть, я прошу прощения, Бог проводит отличие между твердью, то есть небом, и землей. This is the basis of thought. In our minds we make distinctions and separate different objects. Это вот основание любого мыслительного процесса. Когда мы думаем, то мы находим различия и классифицируем, разделяем объекты. We have all this in Genesis chapter 1. И все это мы видим уже в Бытии 1 главе. It's not just the creation of the material universe, but what we have implied is even language itself. И в Бытии 1 главе мы видим не только сотворение материальной вселенной, но и появление языка как такового. To make these distinctions as God does indicates that it's the basis of communication. И способность вот проводить такие различия, находить отличия между предметами и объектами, подобно Богу, это вот уже основание коммуникации. It's a fundamental basis of science. И это фундаментальное основание для науки. Not just biology. Не только биологии. In science, we put things into categories, into classifications. В науке вообще мы все объекты мы раскладываем по полочкам, по категориям, мы классифицируем их. We're going to see that the ability to make distinctions is going to go into a spiritual realm. In other words, discernment. Увидим, что вот эта способность находить отличия, она также распространяется и на духовную сферу. Мы называем это библейским языком развлечение. Там надо твой, да, фокус? So do we need this space between these two? No, I just for the light. Это просто чтобы свет был виден.
So, distinctions between right and wrong. Поэтому мы видим отличие между тем, что правильно, и тем, что неправильно. Distinctions between good and evil. Различие между добром и злом. Discernment. Это библейским языком называется различение. In fact, distinctions are what God does when He brings judgment. So it's a basis for God's judgment. Вообще, вот эта способность находить отличия лежит в основе Божьего суда. То есть Бог различает людей, как с кем обходиться. Поэтому это основание для суда Божьего также. Very important in communication. Это очень важно в любого рода общении, в любого рода коммуникации. So in day 1, we didn't look specifically, but in verse 3, then God said, let there be light, and there was light. Итак, в первый день мы не смотрели так конкретно, но сказал Бог, да будет свет, и стал свет. And by the way, we don't have time to develop in many detail, but what we have here is a pattern of creative days. И, кстати, мы этого не касались, но здесь мы уже видим такую закономерность, как вообще выстроено повествование о днях сотворения. We have God speaking or God revealing. Мы видим, как Бог что-то говорит, Бог что-то являет своим God временем. said, and И сказал Бог. then the specifics of what He said. И потом конкретно говорится, что же Он сказал. And we can call that the articulation or the content of that speaking. И мы можем сказать, это там артикуляция, ну, что было, собственно, произнесено. In verse 3, He says, let there be light, etc. В 3 стихе мы видим, And you can see this, произнес Бог, да будет свет. you see most of this pattern in all of the creative days. И вы можете увидеть вот такой шаблон, такой план в большей части дней сотворения. And then you have the accomplishment in every day. You have God completing or accomplishing what He speaks. И потом вы видите повествование выполнения, то есть каждый день сотворения Бог выполняет все то, о чем Он сказал. And usually, in this case, in verse 3, И в данном случае в 3 стихе it says, and there was light. In other words, it comes about as He speaks. сказал Бог, да будет свет, и стал свет. То есть пока Бог еще говорил, уже свет появился. In other places, it is, and it was so. In other words, it doesn't describe what happened, it just says it was so. In other words, God completed it or accomplished it. И в других случаях просто говорится, и стало так. То есть, как бы не говорится, что стало, но подразумевается, что то, что сказал Бог, то и стало. On some of the days, we have a divine assessment or evaluation. И в некоторых днях мы видим божественную оценку, или, ну, как Он оценивает произведенный труд. In verse 4, God saw that the light was good, divine evaluation. В стихе 4 мы видим, что вот увидел Бог свет, что Он хорош, такая божественная оценка. The phrase doesn't occur in every one of the days, but at the very end, it's all very good. Verse 31. Эта фраза встречается не в каждом дне, но в конце мы видим, что Бог посмотрел на все, что Он сотворил, и сказал, что весьма хорошо. And then we have either distinctions, in other words, He's calling one thing, and the other something else. И потом мы видим, что вот Бог начинает находить отличительные черты, различать объекты. Он одно называет так, второе иначе. Or in some of the creative days, He has a blessing. Ну, а в некоторых днях сотворения Он благословляет то, что Он сотворил. And in verse 4, where it says, and God saw the light was good, that's the evaluation, let's see, the distinction. Distinction is in verse 4. Yeah, verse 4. God separated the light from the darkness. И в 4 стихе, например, мы видим, что Бог отделил свет от тьмы. Okay. And then we have the naming motif in verse 5. И далее мы видим в 5 стихе именование, называние. And again, it's not on every one of the days, but in some of the days you have the naming idea or naming motif. И опять же, не в каждом дне сотворения, но во многих есть вот эта идея присвоения имени. And then you have the chronology or the reference to the day of creation. И далее идет хронология, указание, о каком конкретно дне сотворения речь. And in verse 5, there was evening and there was morning one day. И в стихе 5 и был вечер, и было утро, день один. Now, this pattern in general will be followed in the creative И days. в целом, вот
все дни сотворения будут следовать вот этому шаблону в своем написании. Some other implications that go against evolution. И некоторые другие выводы, которые противоречат теории эволюции. You have the little phrase, there was light, or it was so. И мы видим вот эту маленькую фразу «и стал свет» или «и стало так». The creative work is done with immediacy. In other words, it doesn't take long ages to create. Иными словами, что труд по сотворению был совершен очень быстро, безотлагательно. Не понадобилось долгих эпох, миллионов лет, чтобы все сотворилось. You don't have the survival of the fittest. You don't have death. You don't have movement from less Вы не complex to видите more complex. выживание сильнейших, вы не видите смерти слабейших, вы не видите эволюции от более простых форм к более сложным. Immediacy of creation. Мы видим безотлагательное, немедленное сотворение. Сказал, появилось. And you have that divine evaluation. It was very good. И мы Evaluation. видим далее божественную оценку. Хорошо. And in evolution, nothing is completed, it's always in progress. И в эволюционной теории ничто вообще не хорошо. Все прогрессирует, все можно и получше. Totally contrary to the idea of evolution. Совершенно все в Библии противоречит идее эволюции. Okay, we have some more here. Так, ну у нас тут еще немножко есть. Number 6, language is perverted by sin. We'll see that in chapter 3. Но вам это надо написать в библейские основы языка, что язык извращен грехом. Но это мы уже увидим чуть-чуть позже, в 3 главе. Now, in secular thinking, the secular mind thinks that language is neutral. In other words, neither good nor bad. В светском мировоззрении неверующих людей мы видим, что язык нейтрален, он сам по себе ни плох, ни хорош. But from the biblical perspective, language is either good or it's bad because there's a perversion that has taken place. С точки зрения, поскольку имеет место вот это извращение языка, язык может быть или хорошим, или плохим. And languages come about, different languages, as a result of judgment. И один язык разделился на многие языки как результат осуждения. Это 7 пункт. Judged at Babel. Язык был осужден при Вавилонской башне. So language is not the product of different cultures. In other words, the isolation of one culture from isolation of another one. Иными словами, язык это не продукт разных культур, которые были изолированы друг от друга. The different languages come about as a result of God's direct action. Разные языки появились как непосредственный результат прямого действия Бога. Now there's other things that you could add to this foundation to language, but these are the major elements that I have observed. Есть многие другие моменты, которые вы, возможно, захотите добавить в вот это библейское основание для языка, но это самое главное, что обнаружил лично я. And by the way, I was just thinking about it now. И, кстати, вот This is an area that I've kind of gone beyond Charlie Clough, the originator of the course. So in my course, I emphasize these foundational areas. Но в этой сфере, да, я вообще пошел немножко дальше господина Клаффа, который изначально Bible Framework курс придумал. Поэтому, я в своем курсе я излагаю библейские основы для разных сфер жизни. Now he does talk about the origin of language, but he doesn't present it as I do in terms of foundations. И, конечно же, он говорит тоже о происхождении языков, но он это не представляет вот в виде именно библейских основ. So there's your second biblical foundation, a biblical foundation for language. Итак, это уже второе библейское основание, которое у вас есть к концу сегодняшнего дня. Это библейское основание для And since языка. we're talking about science, let's talk about the science of day one. И поскольку мы с вами уже говорим о науке, то давайте поговорим о науке, научных аспектах первого дня. Now the first thing that we need to mention. И первое, что нам нужно упомянуть. Something's wrong. I need to redo this slide. There's a little problem. These show up, but they're not supposed to show up yet. But anyway, just a caution and a warning when you're dealing with the early chapters of Genesis. Но вообще такое маленькое предупреждение, когда вы имеете дело с первыми главами книги Бытие. And I'll talk about this more when I give you a biblical foundation for science. И я чуть больше об этом поговорю, когда буду давать вам библейское основание для науки. But what we need to know or take into account
What God is doing in these 6 days of creation Но что нам нужно знать и что нужно принимать во внимание? То, что делает Бог в 6 дней сотворения, is radically different than the creation that we are living in today. это все радикально отличается от того сотворенного мира, в котором мы живем сейчас. I'm going to try and demonstrate that all of the sciences, including physics, for example, is probably different during the creative week than the physics that we could study today. И я попытаюсь показать позже, что в отношении всех научных дисциплин, и физики, и биологии, и всего, ситуация у нас сейчас и ситуация тогда при сотворении радикально отличается. In fact, during this creative week, God is progressively over 6 days establishing the physical laws of nature. В течение вот этих 6 дней сотворения Бог постепенно устанавливает физические законы для сотворенного мира. It's not until the completion of the 6 days that we have all of the laws of biology, physics, geology, etc. set and established. И лишь в конце 6 дней сотворения все базовые законы Вселенной, физические, химические, биологические, они установлены и закреплены. And I believe that after the fall of man, all of those laws have been affected in some way. И я верю, что после грехопадения человека все вот эти физические законы, так или иначе, они подверглись воздействию после грехопадения и потопа. Including the constants of all of the sciences. И включая константы во всех науках. Понятно, что такое константы? So any scientist today can't sit now and project back the physical laws that we know today back onto the creation. Поэтому ни один ученый в наши дни не может просто так себе сидеть в кабинете и вот все те константы, которые мы имеем в наши дни физические, проецировать тогда в первые дни творения. For example, например, there's no biology at all on day 1 and 2. В день 1 и 2 вообще нет никакой биологии, нет ничего живого. Biology, and more specifically botany, doesn't exist until day 3. Биология, если говорить конкретно ботаника, начинает существовать лишь в 3-й день, растительный мир. In fact, there's no geology or geophysics. Well, there may be some geophysics. No geology until day 3 as well. Но и вообще до 3-го дня у нас также нет никакой геологии. There's no astrophysics until after day 4. У нас нет никакой астрофизики до 4-го дня. Or at least it's very limited because there's no heavenly bodies until day 4. Ну или, по крайней мере, вся астрофизика весьма ограничена, потому что нет еще небесных тел до дня 4-го. God is creating the physical realm, the physical universe Бог создает over 6 days. физическую вселенную, физическую сферу, материальную сферу в течение этих 6 дней. So we can't project back. So when people try to say, well, these days can't be 6 literal days, for example. Поэтому мы не можем так вот оглядываться назад и проецировать то, что у нас на то время. И когда люди говорят, что ну так это не может быть 6 буквальных дней. They're using the principle that we use that's called uniformitarianism. То они используют такой интеллектуальный принцип, который мы называем униформизмом. Uniformitarianism is a concept and a theory that has never been and cannot be verified. Униформизм – это теория, которая на самом деле никогда не может быть подтверждена, и она никогда не была подтверждена. And in fact, I'm going to show you that there's a biblical passage that goes totally contrary to the idea of uniformitarianism. И я вам даже покажу библейский отрывок, который напрямую противоречит униформитарианизму. So, in our environment, in our world, after the flood, we can't project anything before the flood. И в нашем мире, в нашем вот уже в нашей текущей обстановке в физическом мире после потопа мы ничего из того, что у нас есть после потопа, не можем проецировать на тот мир, который был до потопа. We are utterly and totally dependent upon divine revelation.
Мы совершенно зависим в этом вопросе от божественного откровения. We have no observations before the Genesis flood. У нас вообще нет никакой наблюдательной науки, никаких наблюдений по ситуации до потопа. All we have is the biblical record. Все, что у нас есть как источник данных о ситуации до потопа, это библейская запись. So it's from the biblical record that we have to come up with a biblical foundation for science. Поэтому именно из библейской записи только мы можем вывести библейское основание для науки. And we'll do that tomorrow. И мы это сделаем завтра. Okay. So that's kind of what I'm trying to get at here. Вот что я пытался вывести здесь. Что донести до вас? Нижние пункты. Это потом, это по ошибке они всплыли. Okay. Вы не должны... Another thing that we can talk about concerning the science И еще одна вещь, которую нам нужно сказать касательно науки, is the creation in Genesis 1 speaks of just an original mass of water. это то, что изначально, когда речь идет о сотворении, мы имеем дело просто с большой массой воды. God begins with an earth that is formless and empty. Бог начал с того, что земля была безвидна и пуста. In fact, it's just a mass of water, at least that's the indication of verse 2. И стих 2 показывает, что, похоже, земля тогда просто представляла из себя одну гигантскую каплю. Одна гигантская масса воды. First 3 days, he's going to give form or shape to this mass. И уже в первые 3 дня Бог этой массе воды придает какую-то форму. And then in the middle of day 3, and then the rest of the days, he's going to populate or fill that earth. И уже в середине 3-го дня и далее Бог начинает заселять эту планету, заселять эту землю. So it's without form and it's empty or void. Но изначально земля безвидна и пустая. То есть безвидна в смысле бесформенная и пустая. And there's darkness because there's no creation of light yet. И тьма над бездной, потому что нет света еще. Now in this context, I don't see any evil connotation there. There are some theologians that do. Connotations or interpretation of the darkness. Но я в данном контексте не вижу никаких таких духовных или богословских аспектов тьмы. Некоторые богословы пытаются вывести их. Yeah, there's a lot of theological ideas in verses 1 and 2. Ну, вообще I don't много have time to get into all of them. богословских идей касаются стихов 1 и 2 книги Бытия. У нас нет времени их все развивать. But at the end of verse 2, the Spirit of God is moving over the surface of the waters. So what we have at the beginning is a mass of water. Но в конце 2 стиха мы видим, как Дух Божий носится над водой. То есть что мы видим в конце 2 стиха? Большая масса воды. Mass of water in darkness. Масса воды большая и тьма. Then in verse 3, God begins to create. И в 3 стихе Бог начинает творить. And creates in 6 days. И Он труд творения завершает за 3 дня. Another thing to note is the account focuses on the earth. It's not the whole universe, it focuses on planet Earth. Еще одна вещь, на которую надо обратить внимание, что все повествование фокусируется на Земле. Речь не обо всей Вселенной, а именно о Земле. In fact, it implies that the earth is at the center. И вообще-то подразумевается, что Земля в центре вообще происходящего. In fact, there are some biblical, or there's some astrophysicists that I know of И, кстати, that есть believe the biblical account даже астрофизики, с которыми я знаком, которые верят в библейское повествование. and make a good case that the earth is more than likely at the center of the, close to the center of the universe even today. И эти астрофизики выводят достаточно здравые доводы в пользу того, что даже сейчас Земля, ну если не в центре Вселенной, но где-то поблизости от него. One of those physicists also believes that there has to be high gravity to hold this water in place. И также один из этих астрофизиков верит, что они верят в Писание, да, и он верит также, что была высокая степень гравитации, которая удерживала эти воды вместе. То есть сила притяжения. Of high density and perhaps hot. But that's a theory. Это была высокая плотность и температура этой воды, но это все еще теория. The biblical text doesn't indicate that.
Библейский текст нам этого прямо не говорит. And then, on day one, God said, let there be light, and there was light. И в день первый Бог сказал, да будет свет, и стал свет. And what God creates, because there's no Hebrew word for these, or wait a minute, И что создает Бог? what's that one? That's Yep. high gravity, okay. The last point there is probably the creation of the whole spectrum of light. И что создает здесь Бог, по всей видимости, весь имеющий место сейчас спектр световых волн. And physicists describe light as having a wide spectrum. И физики описывают свет как вообще такая, это довольно обширная концепция, то есть есть спектр световой, и, может быть, вы слышали на уроках физики, да, есть разная длина волн световых. And God has only given us the ability to see a small portion of the whole spectrum of light. И из всего спектра световых волн нам Бог дал способность видеть лишь достаточно ограниченную часть спектра. This is all that we can see. Это все, что мы можем видеть здесь. And you might even describe it as the entire electromagnetic spectrum. Поэтому, когда говорится о свете, when God talks about light, Yes. когда Бог говорит о свете, вполне возможно, речь идет обо всем электромагнитном спектре электромагнитных волн. Particularly on day one. Особенно, когда мы говорим о дне первом. So that's day one. Вот день At первый. least some scientific ideas По concerning крайней мере, некоторые научные идеи, которые касаются этого первого дня. So we have the nature of God as an implication. Итак, наш вывод в этом всем. Во-первых, это природа Бога. We've also seen the origin of language. Второе, мы видели уже происхождение языка, основание для Let's conclude today by looking at a third implication. И давайте посмотрим, завершим сегодняшний день, рассматривая третий вывод из данного текста. Средства сотворения. Let's look at the means by which God created. Инструменты сотворения. Давайте посмотрим, с помощью чего Бог что создавал. And what does the text tell us concerning the means that God used to create? И что нам говорит текст о средствах, которые использовал Бог при сотворении? Word. His word. Very Да, good. его слово. Yes. The primary means Ключевой is his инструмент, word. который использует Бог при сотворении. Это его And слово. God said. He И speaks. сказал Бог. Он говорит. So God speaks everything into existence. Поэтому Бог говорит, и это появляется. And this isn't only in Genesis chapter 1, but you have Isaiah in the Psalm. Russian Bible, Psalm. or Psalm rather, Psalm 32, Да, и это не только в Бытии, это также, вот, например, Псалом 32. verse 6 through 9. In the English, it's Psalm 33 in the English Bible. Да, и Псалом говорит, что словом Господа сотворены небеса, и духом уст его все воинство их. Ибо он сказал, и сделалось, он повелел, и явилось. So it's by his words the heavens were made. Итак, словом его сотворены небеса. Verse 9, he spoke and it was done, Стих 9, он сказал, и сделалось. etc. И так далее. And everything in between, verses 6 through 9, I have verse 9 here, verse 6. Ну и все, что между 6 и 9 стихом, говорит примерно о том же самом. The means of God's creation, not evolution, God speaking everything into existence. Бог творит не посредством эволюции. Бог говорит, и оно появляется. Supernatural act. Это сверхъестественное действие Божье. The biggest miracle recorded in the Bible. Величайшее чудо, которое записано в Библии. Creation of the whole universe by God speaking. Сотворение всей Вселенной одним лишь Словом Божьим. Just like God or Jesus basically turned water into wine. Точно так же, как Бог, то есть Иисус уже в данном случае, Small miracle, God creates the whole universe. превратил воду в вино. Такое довольно малозначительное чудо по сравнению с тем, как Бог сотворил всю Вселенную. In 6 days, simply by speaking. За 6 дней, просто говоря. That's why it's hard for some scientists to accept Genesis 1 because it's so spectacular, so
out of what we would normally understand. И вот почему многим ученым так трудно принять истинность бытия первой главы, потому что это настолько впечатляюще, это настолько противоречит тому, к чему мы привыкли. So God uses His Word as the primary means. И Бог использует таким образом свое слово как ключевой инструмент для сотворения. There are some other passages that indicate that He uses wisdom in His creation. Есть другие отрывки, которые говорят нам о том, что Он использовал свою мудрость в сотворении. So great wisdom is displayed in the creative act. Поэтому великая мудрость продемонстрирована в самом акте творения. Это притча 8 глава. There's other passages that indicate that God uses omnipotent power. Также другие отрывки говорят о том, что Бог использовал свою всемогущую силу. But the main means is through His Word. Но основное средство сотворения это Его Слово. And nothing anywhere in the Bible, certainly nowhere in the book of Genesis, do we have any natural means. И нигде в Библии, и особенно нигде в книге Бытия мы не видим, чтобы мир был сотворен в силу каких-то естественных процессов, естественных средств. Totally supernatural. Все действие сотворения полностью сверхъестественно. So that gives us at least day 1, and when we come back tomorrow, we'll continue in Genesis 1, and we'll look at the other 6 days. We'll be a little shorter or briefer because of time. Да, и таким образом мы завершили с вами сегодня первый день. Завтра мы вернемся и исследуем все остальные. Мы уже их будем проходить чуть короче, поскольку времени не так много.